Сегодня в ролике я сгенерировал самый огромный остров, на котором разместил 3 братьев. На это незамысловатое действие меня сподвигло лишь одно. Училка истории из моей школы в далеком 2022 году завалила меня на очень важном экзамене. В рамках моего мирового турне по самым известным шарагам Саратова это бы никак не повлияло, но вот если бы не эта Вильгельма Авдодьевна, я бы уже сидел со своим. До хрена лет до нашей эры замысловатые острова посреди Тихого океана, жуткие, никем не изведанные, к которым боялись подплывать даже пираты, были освоены 3 братьями, которых выкинула на сушу из портала Вандермир. Звали их Биба, Боба и Геральт из Ривии. Боба был сильным и независимым счастливчиком, но в его черепной коробке немного не хватало деталей, поэтому Боба нередко мог сходить под себя. Биба же был старшим братом Бобы. Такой силой, как Боба, он не обладал, но был довольно смышленным, быстрым и очень жадным. Но это их друг Геральт, который по воле случая в тот самый злосчастный день просто проходил мимо и никак не собирался связываться с 2 братьями, но что-то пошло не по плану. Геральт был обычным близоруким колхозником, который никак не выделялся на фоне остальных, но был мудрым и в любой ситуации разрешал все конфликты. 3 брата сразу же начали строить костер и начали развивать свое поселение под названием Морская вечеринка. Главным следящим назначили Бибу, поскольку он был самым умным. Братва дружно и слаженно строила свое поселение. А вот и первая палатка, за ней уже виднеется и вторая. Со временем поселение братьев разрасталось, их численность уже превышала 10 человек. Вот уже появились первые лодки, и случилось кое-что неприятное. Пока пчелы нападали на деревню, а воины их защищали, между 3 основателями шел неприятный спор, в котором Боба утверждал, что он хочет стать королем, а его лучшим аргументом было «потому что так надо». Недолго думая, Биба и Геральт запихнули Бобу в лодку, запихнули кляп в рот и отправили на другую часть острова. По прибытию куда Боба был очень недоволен и поклялся отомстить брату и другу Геральду. Шли годы, десятилетия. 2 кента потихоньку осваивали весь остров, строили порты и возводили новые поселения, одно из которых прозвали Рубежное, потому что оно отделяло 2 острова. В этом Рубежном жили не очень хорошие люди, они постоянно пакостили и мешали своим соседям из поселения Приморское. Жители Рубежного не хотели работать и неоднократно обкрадывали курятники жителей деревни Приморской, топтали грядки, срали в подъезде и в общем и целом жили за чужой счет. Но с другой же стороны, неподалеку от острова с алмазными шахтами, в поселении Алмазово, Биба и Боба выслали экспедицию на необитаемый остров, который возглавлял генерал Шер, но эта экспедиция была провальной, поскольку на этом острове обитали жуткие алмазные твари, которые уничтожали всех, кто ступит на их остров. Время шло, вторая часть острова потихоньку захватывалась, а в притоне Бобы происходили ужасные вещи. Притон Бобы раскололся на 2 поселения. Жители притона смекнули, что Боба не блещет умом, и решили отделиться, но идти им было некуда, и они попросту заняли вторую часть острова и назвали свое село Антибобовск, а свою культуру и стремление Бобабуки. Только что раздался взрыв. Поселение Пограничное восстало и подорвало мост, который совмещал их с поселением Приморское. Те самые злобные людишки, которые постоянно воровали провизию. Дело в том, что поселение Приморское узнало о проделках пограничных и стало охранять свои курятники, грядки, и в ответ закидало их деревню какашками. Пограничная такого не выдержала и теперь решила силой забирать провизию. На этом же острове они подговорили еще одно поселение, которое прозвало себя Чингис-Кабан. И в 3 часа дня 114 года 2 этих поселения восстали и напали на морскую вечеринку. Поселение Пограничное имело не очень хорошее местоположение, и несмотря на то, что они уничтожили мост, оно было зажато с 2 сторон, поэтому восстание было быстро подавлено, а восставшего правителя нарекли петухом и приклеили к потолку. Но вот у Чингис-Кабана было все куда лучше. Чингис-Кабан долго сопротивлялся, но к 121 году восстание тоже было подавлено, а тот самый остров с кристальными монстрами был захвачен. У поселения Морская вечеринка шло все гладко и по плану. Биба уже обзавелся железным мечом и готов был осваивать новые земли, а в 122 году Притон, нарастив свои силы, вступил в битву с Антибобовском. Битва была жестокой и кровавой. Антибобы хотели свергнуть правителя Притона и жестоко его наказать. Их шаман долго читал различные заклинания, направленные на Бобу, которые сдвинули ему башку. Эти голоса в его голове постоянно сбивали его, а сверху к этому шаман его проклял. Лояльность Бобы упала. Всего спустя год восстание Антибобовска закончилось успешно, а Боба из великого короля и одного из 3 основателей самого великого поселения стал обычным деревенским дурачком. В 197 году экспедиция Антибобовска высадилась на ближайшие острова, принадлежащие морской вечеринке. Король Биба сразу же смекнул, чье это поселение, и выдвинул войска на их уничтожение. Но Биба еще даже не догадывался о том, какая жалкая роль
досталось его брату Бобби в этом поселении. Боба уже давным-давно стал призраком, который обитал по закоулкам Антибобовска. Один из обитателей Антибобовска, Майк, решил жалиться над Бобой, освободил его душу и открыл ему путь в другой мир. Антибобовск был уничтожен, остров захвачен, а поселение Морская Вечеринка стало единственным государством, управляющим всеми островами. Им осталось захватить лишь один, последний остров, находящийся в океане. Но вот поселение Кашалотики так не думало. В 205 году от заселения Биба, Боба и Геральда на остров кашалотики решили восстать, ведь один из кашалотиков — жилец поселения Приграничное, которое возглавило самое первое восстание. Кашалотики объединили все ближайшие поселения воедино, их численность составляла 600 душ. Конечно, такой армии сложно было кинуть вызов Морской Вечеринке, но отважные кашалотики решили не сдаваться. Прямо на границе этой битвы упал метеорит и уничтожил пару поселений Морской Вечеринки. Морская Вечеринка заходит с разных флангов. Остров, который недавно принадлежал Антибобовску, также подключился к битве. Вся битва в основном происходит в море. Кашалотики уже врываются в ближайшие поселения Морской Вечеринки. А тем временем Морская Вечеринка решила заходить в спину с острова Антибобовск. Похоже, у кашалотиков проблемки. Коммуникация кашалотиков пока что не доведена до идеала. И пока основные войска кашалотиков воюют за поселение Приграничное, войска Морской Вечеринки уже заходят в спину и отжирают поселение за поселением. Кашалотики сражались до последнего, но им не удалось противостоять Морской Вечеринке. Но вы только взгляните. Гонец кашалотиков отправился на соседний остров, ей сообщил о их восстании. Поселенцы острова Мамучо долго не верили в это, но когда увидели сотни кораблей Морской Вечеринки, направляющихся в сторону Кашалотии, сразу же смекнули, что это их шанс отделиться. Но как окажется, дальше все эти восстания происходили не просто так. В этом поучаствовала очень хорошо знакомая нам личность. Поселение Мамучо потихоньку наращивало свои войска и захватывало ближайшие острова. Морская Вечеринка потихоньку пыталась высаживаться на их остров, но все без толку. Мамучо были очень сильные воины. Король обладал мудростью и нехилым сетом. В 220 году Биба решил оставить Мамучо в покое и предложил им союз, на который те с радостью согласились. Ведь чем крепче союз, тем больше эля. Чем больше эля, тем довольнее их король. Но все это был коварный план Морской Вечеринки, а в частности советника Бобы Геральда, который посоветовал заключить союз лишь для того, чтобы укрепить влияние, нарастить войско, а после чего напасть. И спустя 2 года королевство Морская Вечеринка объявляет войну королевству Мамучо, действуя по тому же плану, что и в прошлый раз, заходя со всех островов одновременно. Но вот не тут-то было. Половина острова Антибобовска уже принадлежала поселению Мамучо, где и началась первая битва. Королевство Морская Вечеринка сразу же отправило корабли на помощь в Антибобовск. Остальные же войска направились на основной остров Мамучо, на котором ужасными темпами отжирали территории. Королевство Мамучо не смогло совладать с Морской Вечеринкой, а доверчивый король Мандалорец был насмерть забит до смерти и покинул данный мир в 226 году. Хоть Мамучо и смогли отбить остров Антибобовск, их основной остров пал, а затем и остров Антибобовск был отвоеван. И в 232 году с населением 3000 воинов Морская Вечеринка стала единым королевством, обладающим властью над всеми островами. По факту все острова принадлежали ей. Боба был убит, Геральт пропал без вести, а Биба был доволен проделанной работой. Но не все так просто. На рубеже 32 и 33 года на самый дальний остров Морской Вечеринки высадилась жуткая тысячная армия орков-завоевателей, которые прибыли с соседних островов с долины смерти. Этот маленький остров сразу же был ими захвачен, и у Бибы настала черная полоса. Пока орки из поселения Бамондовс потихоньку захватывали весь остров, вторая часть острова Морской Вечеринки восстала под руководством короля Ухта, прозвала свое восстание Шрюньковс. Бамондовск под руководством орка Топлиса сообщили о захвате ближайшего острова. Топорков в Оркляндии направил еще войск в подкрепление для основной битвы, которая произойдет совсем скоро.